Привет! Мы в городе Давида. Итак, давайте вернемся во времени примерно на 3000 лет назад. Город Давида – это археологический объект на территории Иерусалима, который отождествляется с библейским Иерусалимом, городом, который царь Давид завоевал у Евусеев и назвал его городом Давидовым. Мы находимся сейчас на объекте, который идентифицирован как дворец царя Давида. Здесь были обнаружены капители, которые характерны для дворцовых построек дома Давидова. Здесь нашли настоящие буллы библейских времен. Это такие глиняные печати, которые жрецы использовали для скрепления документов своим именем. Здесь были найдены буллы двух высокопоставленных придворных царя Седекии – Еухала, сына Шмельяху, и Гедельяху, сына Пашхура, которые советовали царю умертвить пророка Иеремию. Можете себе представить, что в Библии упоминаются имена этих священников, и археологи находят эти печати здесь, в городе Давида. И услышали Сафатия, сын Матфана, и Гедалия, сын Пашхура, и Джухал, сын Селемии, и Пашхур, сын Малхия, слова, которые Иеремия говорил всему народу, говоря: «Так говорит Господь, всякий, кто останется в этом городе, умрет от меча и голода, а кто выйдет к халдеям, будет жив, и душа его будет добычей его, и он будет жив». И это еще одно подтверждение истинности Библии. От дворца царя Давида мы спускаемся вниз по лестнице и видим перед собой ступенчатое строение. Предположительно, это основание крепости Сион, которую захватил Давид. Следующим и самым впечатляющим является водная система древнего Иерусалима. Мы спускаемся в ханаанский туннель, построенный еще Евусеями. По этому туннелю вода из источника Гихон поставлялась в Кедронское ущелье для орошения сельскохозяйственных угодий, а также собиралась в водном резервуаре на юге города. Считается, что благодаря этому туннелю царю Давиду удалось захватить Иерусалим. В конце VIII века до нашей эры, в преддверии ассирийской осады Иерусалима, царь Иудеи Изекия укрепляет стены города и прокладывает новый туннель, ведущий воду только внутрь города. Таким образом, он лишает вражеских воинов источника питьевой воды. Вода по этому туннелю течет уже более 2500 лет. Знаете, просто невероятные положительные эмоции.
конце XIX века в считанных метрах от выхода из туннеля была обнаружена табличка, исписанная древнееврейскими буквами. Содержание текста повествует о том моменте, когда две группы рабочих, прокладывающих туннель с двух сторон, встретились. Длина туннеля составляет 533 метра, и он заканчивается у Силуамского бассейна. Силамский бассейн считается тем местом, где Иисус сотворил одно из своих чудес – исцеление слепого. Иисус плюнул в грязь, положил ее слепому на глаза и сказал ему промыть глаза вот в этом бассейне. Все, слепой прозрел. Силамский бассейн – это ритуальный бассейн, в котором паломники проходили обряд очищения перед тем, как подняться в храм. Видите эти большие ступени? Это оригинальные ступени времен Второго Иерусалимского храма. И когда в Библии говорится, что апостол Павел проповедует у ступеней, и когда говорится, что Иисус был у ступеней, вероятно, имеются в виду именно эти ступени. От Силуамского бассейна начиналась улица, ведущая в храм. Давайте поднимемся по ней. Вы видите вот эти опоры? Дело в том, что после разрушения Иерусалима он был погребен под завалами, а впоследствии отстраивался заново. Так что над нами городские постройки. Сегодня эту улицу реконструируют, чтобы мы могли бы пройти тем же путем, по которому шел Иисус 2000 лет назад, до Храмовой горы. Это была широкая. Итак, мы поднялись от Силуамского бассейна вот по этим ступеням. И улица продолжается вверх на Храмовую гору, на гору Мория. А рядом расположен еще один туннель. Это дренажная система древнего Иерусалима, по которой отводились дождевые воды. В этом туннеле, по свидетельствам Иосифа Флавия, укрывались евреи во время римского завоевания Иерусалима и разрушения храма. Путь. Пройдя 400 метров по этому туннелю, мы выходим на территорию археологических раскопок и возвращаемся в информационный туристический центр города Давида. Друзья, надеюсь, что вам понравился этот сюжет. Раскопки в городе Давида все еще продолжаются. И кто знает, какие еще открытия нас ждут впереди. Подпишитесь на канал, чтобы узнать все самое интересное об Израиле.